маяк Барберин получил свое название по названию острова. Остров расположен на расстоянии около километра от города Бирувала на юго-западном побережье Шри-Ланки. Как я прочитал, строительство этого маяка велось в 1888-1889 годах. Ныне Шри-Ланка, тогда Цейлон, был колонией Британской империи. Первоначально на маяке была установлена для освещения так называемая гиперрадиальная или гиперизлучающая линза Френеля. Это самые большие линзы из когда-либо использовавшихся в маяках, и они были установлены на 31 маяке по всему миру. Большая часть линз предназначалась для маяков в Великобритании и Ирландии. Еще 4 использовались на маяках в Шри-Ланке. В лондонской газете от 17 сентября 1889 года упоминается маяк на острове Барберин. Там отмечено, что маяк мигает белым светом, показывая быструю вспышку каждую минуту. Возвышение 150 футов над уровнем моря, это примерно 46 метров. Интересно, каким способом обеспечивался минутный интервал в той старинной системе? Вопрос. Что я могу сказать? Скорее всего, в 1889 году в той старинной системе освещения для обеспечения минутного интервала и прерывистого мигания использовался некий часовой механизм. Потому что именно часовые механизмы использовались для этих задач в маяках в то время. К 1920 годам технология ламп высокой интенсивности сделала линзы такого размера устаревшими. Как я прочитал, в 1969 году маяк модернизировали, заменив старое диоптрическое устройство, произведенное компанией Chance Brothers, братья Шанс, и установив вращающийся маяк на пьедестале. Исполнение Pharos Marine с герметичной оптикой и приводом на пьедестале. Pharos Fluxmeter Serial No. Так. Ground БД-БК. Драйв, привод, двигатель. Дополнительно маяк был модернизирован в 2000 году. Так, Хейберт. Battery Charger. Вот это зарядное устройство. AC Mains 200-250 вольт. Амперс 8. Ну, то есть получается 220 на 8. 2 киловатта. Примерно такая мощность. Как домашний чайник. Система управления. Она, видимо, заброшена. Драйв 1, драйв 2. 20 вольт максимум. Применялись, скорее всего, низковольтные электрические двигатели до 20 вольт. Амперы. Амперс DC есть. То есть здесь амперы. Еще амперы. Это постоянный ток. Кто тут? Sanders Electronic Ltd. Ага. Emergency Light Control Unit. Аварийный контроль света. Все это заброшено. О, здесь солнечная панель. Да, и там тоже большая. То есть солнечная панель для заряда аккумуляторов как альтернативный источник энергии. Вон там сколько солнечных панелей. Как я понял, можно сказать, уже в наше время при переходе на современную светодиодную лампу от электропривода отказались, потому что необходимости что-то вращать уже не было. Здесь круговой светильник
Система электроснабжения маяка достаточно простая, то есть от сети заряжаются аккумуляторы. Солнечные панели как альтернативный дополнительный источник энергии на тот же аккумулятор. Дальше идет какой-нибудь стандартный DC-DC преобразователь. Все питается вот эта современная светодиодная лампа. Напряжение питания лампы либо 12, либо 24 вольта. Вот, и опять же интервал ее там включения можно с помощью какого-нибудь реле времени задать, и все. То есть схема достаточно простая, поэтому электропривод здесь уже, понятно, не актуален. Так, это шкафчик. О, это получается задняя сторона для подключения кабелей. Порт 1 дата, информационные, компьютерные кабели. Питание, вот, ну, скорее всего, просто 220 там преобразователь внутри. Вот, компьютер прям целый, здесь ржавеет. Остались шкафы управления электроприводом, но, собственно, их просто отставили, чтобы они не мешались, и все. Так что электропривод заменили на современную светодиодную лампу. Вот и вся система электроснабжения маяка. Вот так, благодаря развитию технологий, когда-то суперсложная линза Френеля с часовым механизмом заменилась на современную относительно простую систему управления со светодиодной лампой.